Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о Южных Карпатах. И это заключительная третья часть об этом чудесном горном регионе. Мы посмотрим на горные массивы и другие формы рельефа, расположенные в южной части Карпат, обширного региона в Румынии, а также узнаем, что такое Трансильванское плато, где оно находится и точно ли это плато, возможно и нет. Но обо всем по порядку. Поехали! Южные Карпаты или Трансильванские Альпы – крайняя южная часть горной системы Карпат, расположены на территории Румынии, на исторических областях Валахии, Мунтении, Алтении, Баната и Трансильвании. Южные Карпаты – это наиболее высокая и наиболее сейсмическая часть Карпатской горной системы. Естественные границы Южных Карпат – это перевал Придял на востоке у реки Прахова, после которого хребет резко поворачивает на север, а на западе – ущелье Железные ворота, которые пробили себе воды Дуная. На северо-западе долина реки Муриш отделяет от Южных Карпат западно-румынские горы. Южные Карпаты состоят из нескольких массивов, часто высокогорных – Бучеджи, Гадяну, Ретизат, Лотру, Фегераш. А на западе к Южным Карпатам примыкают также Банатские горы. Вершины заняты альпийскими лугами, которые издавна использовали для выпаса скота валахи, предки восточно-романских народов. Южные склоны гор сильно расчленены долинами многочисленных и довольно полноводных рек-притоков Дуная. Среди них Жиу, Олд, Срна, Арджеш, Яломица, Дымбовица и многие другие. И если соблюдать порядок, начнем с гор Бучеджи. Массив Бучеджи площадью около 300 квадратных километров расположен в восточной оконечности Южных Карпат, простираясь между долиной Прахова на востоке и перевалом Рукарбран на западе. Резко опускается к северу в сторону Барсанской котловины, а на юге до Подкарпатской излучины. Это средняя часть румынского Подкарпатья, которая является зоной перехода между горной местностью и равниной. Бучеджи простирается на территории уездов Дымбовица, Прахова и Брашов. Обладая большой структурной и морфологической сложностью, массив выглядит как естественная крепость высотой от 1600 до 2500 метров. Массив Бучеджи имеет открытую на юг подковообразную форму, из центра которой берет начало реки Яломица, а это левый приток Дуная. На вершине подковы расположен пик Ому, кульминация массива, наивысшая точка гор. Помимо двух основных рукавов, также в районе пика Ома имеются короткие и крутые вершины. На востоке начинается гора Мораро, на северо-востоке Букшою, а на севере Падина Круче, разделяет ледниковые кальдеры Милеэшт и Шигенешт. Горы Бучеджи известны своими живописными пейзажами, богатой флорой и фауной, а также множеством туристических достопримечательностей. Этот регион привлекает любителей природы, пеших и горных походов, а также истории и культуры. В этом регионе есть даже свой сфинкс. Сфинкс Бучеджи – естественная скальная формация, напоминающая человеческое лицо, похожая на египетский сфинкс, созданная ветром и водой. Бабели – еще одна уникальная скальная формация, расположенная недалеко от сфинкса. Название переводится как «старухи» и относится к группе камней, которые напоминают грибы или человеческие фигуры. Крепость Пиони-Брашов – древняя пещера внутри горы, которая также содержит монастырь, построенный прямо у входа в пещеру. Это место с богатой историей и духовным значением. Караиманский крест – монумент, установленный на вершине горы Караиман в память о погибших героях. Один из самых впечатляющих исторических памятников Румынии расположен на перевале Бран. Это замок с одноименным названием. Этот замок расположен примерно в 30 километрах от города Брашов, первой столицы Румынии. Замок был построен в конце 13 века. Возведенный на вершине скалы, он имеет необычную трапециевидную форму. Замок Бран служил стратегической оборонной крепостью. Он имеет 4 уровня, которые соединяются лестницей, а залы и коридоры замка составляют лабиринт. Во внутреннем дворике есть колодец, который ведет по преданию к подземным помещениям. Замок Бран имел много хозяев на своем веку. Сначала он принадлежал князю Мирче Старому, а затем жителям Брашова и Габсбургской империи. Согласно легенде, здесь жил Влад Цепиш Дракула во время своих походов.
а местность, окружающая замок Бран, была излюбленным местом охоты Цепиша. По одной из версий, его пытали в подземельях замка турки, а замок Бран также называют замком Дракулы, благодаря произведению Брэма Стокера. А на другой стороне, в городке Синая, замок Пелиш. Инициатором строительства стал румынский король Карл I, который во время своего визита в 1866 году влюбился в местные горные пейзажи и решил построить летнюю резиденцию. Южнее горы Ляота с одноименной вершиной. Это небольшая горная группа в западных предгорьях Бучеджи, от которых их отделяет долина Братеюлуй. Длинный и красивый хребет в форме английской буквы «С» является старейшим кристаллическим массивом Бучеджи. Севернее расположились горы Пятра-Краюлуй, горный массив в Южных Карпатах в Румынии. Его название переводится как «Королевская скала». Горный массив расположен в уездах Брашов и Арджен. Он включен в национальный парк, площадь которого составляет 15 тысяч гектаров. Горы образуют узкий пилообразный хребет длиной около 25 километров. Самая высокая точка массива – Лаом, высота 2238 метров. Хребет считается одним из самых красивейших мест Южных Карпат. В южной части горного хребта находится сквозная пещера Станчулуй, а также пещера Уршилор, Медвежья пещера. Горы Краулуй – один из самых живописных и популярных горных массивов в Румынии. Известный своими крутыми скалами, уникальной флорой и фауной, а также великолепными пейзажами. Расположенные в центральной части страны в регионе Трансильвания, горы привлекают как опытных альпинистов, так и любителей природы, благодаря своим многочисленным тропам, красивым видам и возможностям для активного отдыха. Восточнее Езер-Папуша – это высокий, но короткий двойной горный массив к юго-востоку от восточной оконечности Фагараша. Он имеет упрощенную форму заглавной буквы «Н» и простирается между руслами рек Дымбовица на востоке и Рауль-Дуамней на западе. В районе, где они берут начало, находится вершина Мезеа-Отику, вершина, через которую горы Езер-Папуша сообщаются с горами Фагараш. Во внутренней части массива находится плотина Раушор, за которой образовалось Раушорское водохранилище, питаемое реками Раушор и Тыргулуй. Каменная плотина, построенная в 1987 году на крайнем севере уезда Аргеш в Румынии, имеет высоту стен 120 метров и общий объем 60 миллионов кубических метров. На северо-западе от Изерских гор – горы Фагараш. Горный массив расположен в самом сердце Румынии с наивысшей точкой 2544 метра над уровнем моря. Это возвышается гора Молдавяну, самая высокая вершина Румынии. С нее открывается прекрасный вид на шоссе Трансфагараш, самое высокогорное в Румынии, и водопад Балея, одно из красивых мест в Румынии. Он также расположен в горах Фагараш, на высоте более 1200 метров над уровнем моря. Водопад имеет высоту около 60 метров и является одним из самых высоких в Румынии. Горы Фагараш считаются выпускным экзаменом для альпинистов. Он содержит самые высокие вершины Румынии и объединяет их огромной территорией. Южнее Фагараша массив Козия, который возвышается на левом берегу реки Олд, рядом с курортом Клименеш, и представляет собой группу вершин с наивысшей точкой пика Козия, образующих единый массив – скальный монолит в южной части Южных Карпат. Массив интересен национальным парком Козия с отвесными скалами и небольшим водопадом Латришор. А мы переходим к горной группе Паранг, которая делится на несколько горных массивов. И начинается она на севере массивом Латру с наивысшей точкой горой Штефлешти. Это травянистые, исключительно каменистые хребты, где редко встретишь туристов, иногда только пастухов. Является одним из идеальных горных массивов для романтиков. Здесь нет туристической инфраструктуры, нет людей, нет признаков человеческой деятельности. Лишь изредка попадаются отары овец или коз. Долго можно ехать по открытой местности и наслаждаться далекими видами. Хребет расположен по оси восток-запад. Общая длина около 55 километров. Ее можно преодолеть примерно за 5 дней. В направлении с востока на запад вытянут хребет Паранг, второй по высоте горный массив Румынии. Он высокий, скалистый и засушливый. На главном хребте Паранга нет воды. На всем хребте ни одного родника. За водой приходится спускаться на сотни метров.
На территории Паранга находится национальный парк, расположенный на административной территории уезда Горш. Пещера Палавраги, одной из самых знаменитых и посещаемых пещер в Румынии, находится в округе Горш, на территории подкарпатской зоны Южных Карпат. Эта пещера привлекает туристов своей величественной красотой, уникальными сталактитами и сталагмитами, а также интересной историей и легендами, связанными с ней. На севере от Паранга – Чиндрель, один из самых важных пасторальных регионов, поэтизирующий мирную и простую сельскую жизнь в румынских Карпатах. Об этом свидетельствует густая сеть троп, многие из которых уже более века являются туристическими. Здесь рядом с кальдерами начинаются многочисленные долины. Массив Чиндрел в целом был объявлен природным парком вместе с частью гор Шуряну и Латру, образуя заповедник общей площадью 137 тысяч гектаров. Старейший и самый высокогорный туристический курорт Румынии Полтиниш находится в 4 часах ходьбы от самой высокой вершины с одноименным названием. Левее Шуряну – травянистый горный массив на северной окраине Южных Карпат. Он имеет одну большую одинокую вершину – Пятру, и красивый округлый травянистый хребет между вершинами Шуряну на востоке, Гадяну на западе и Батрина на севере. В юго-западной части находится карстовая зона Чакловина, а еще Сермизи-Гетуза – раскопки главной дакийской крепости, древней столицы даков. Чуть южнее горы Волкан или вулканические горы. Горный массив в юго-западной части Южных Карпат сложен кристаллическими сланцами с гранитными интрузиями, юрскими меловыми известняками. Они имеют асимметричный вид с более крутым северным склоном, который доминирует над впадиной Петрошани, тогда как южный простирается через пологие второстепенные вершины, разделенные узкими долинами с крутыми склонами, в пределах которых расположено ущелье Вайдей на реке Шушита, ущелье Ранкулуй. В основном это холмы с красивыми широкими травянистыми, лишь исключительно каменистыми хребтами, как, например, наивысшая точка массива гора Осля с максимальной высотой 1946 метров. А горы Ретеза – третий по высоте горный массив румынских Карпат, достигающий максимальной высоты на горе Пеляга. Он расположен в западной части Южных Карпат. Горы поразительно напоминают словацкие высокие Татры, массивные скалистые вершины и множество озер. Горный массив назван в честь вершины Ретезат, что в переводе с румынского означает «срезанный холм». Именно так на самом деле выглядит эта гора, если смотреть на нее с северной долины. А самая высокая точка – гора Пеляга. На территории гор находится национальный парк Ретезат, старейший в Румынии. Хорошее место для остановки в Ретезате на несколько дней – озеро Букура с кемпингом в самом сердце гор. Окружающий его впечатляющий скальный амфитеатр поражает своей красотой. Гадяну – интересный, хотя и мало посещаемый горный массив в западной части Южных Карпат. Он соединяется с горами Ретезат, поэтому эти горные хребты часто пересекаются вместе. Высшая точка гор – гора Гугу, другие примечательные вершины – Марару и Гадяну, как достопримечательность гора Палтина в восточной части горного хребта со скальным образованием на вершине, и места вокруг задумчивого озера Скеришуара под одноименной вершиной по-своему интересны. Горы Тарку – травянистый и каменистый горный массив. Вместе с массивом Латру это, пожалуй, самые романтичные светлые холмы Южных Карпат. Главный хребет проходит от села Сермизи-Гетуза на юго-запад до горы Тарку, но это не самая высокая вершина. Самая высокая гора Каляну, где она поворачивает на северо-запад и переходит в Малые горы, являющиеся горным курортом на высоте 1,5 километров. За ними горы Черней, или Черные горы, невысокий травянистый местами заросший лесом горный массив. На северо-востоке он соединяется с Гадяну и спускается на юго-запад к курорту Бейле-Киргулани. Северная часть хребта более остроконечна, иногда покрыта красивыми скальными образованиями с большим возвышением на фоне окрестностей. Чернее являются национальным парком. Рядом с Черными горами горы Мехидины простираются вдоль течения реки Черная, от Дуная до Избукула, длиной около 50 километров. Покрыты буковыми лесами, которые кажутся непроходимыми. Есть и засушливые места. Это районы Кравури-Лер и Луистан с наивысшей точкой 1400 метров. Района также известного благодаря Лапьезури, сланцевому полю, которое закрыто со всех сторон и не имеет поверхностного дренажа со множеством эставел.
В карстовой геологии эставель или инверсак – это отверстие в грунте, которое в зависимости от погодных условий и времени года может служить либо стоком, либо источником пресной воды. Это разновидность панора или провала, из которого вода выходит под давлением, или наоборот, вода быстро уходит под землю. В Мехидинах очень много пещер, небольшие и просто гигантские, сложные, разветвленные, впечатляющие красотой и разнообразием образований, украшающих галереи и залы с подземными реками и озерами. Например, пещера Топольница, Паникова, Бульба и другие. И на востоке Южных Карпат горы Баната или Банатские горы. Горы Баната преимущественно состоят из кристаллического сланца, к которому прибавляется известняк, флиш и вулканические породы. На известняковых территориях множество пещер, подземных ручьев, карстовых источников. На юге от нее более высокие горы Алмай, имеют впечатляющий рельеф около реки Дунай, особенно в районе Дунайских ущелий, или как еще их называют, Дунайских котлов. Дунайские или Большие котлы – одно из впечатляющих мест в Румынии. Они расположены на месте прохода Дуная через Карпаты. Дунайские котлы имеют общую длину около 8 километров и расположены в национальном парке Железные ворота. На север уходят западные румынские Карпаты, которые входят в состав Южных Карпат. И начинаются они с горного массива Пояна-Рушка. Горный массив Пояна-Рушка соединяет горы Апусени на севере и горы Банат на юге. Горы Пояна-Рушка занимают площадь около 2640 квадратных километров со средними высотами от 700 до 1000 метров и простираются над районами Караш-Северин, Тимиш и Хуни-Дуара. Самые высокие вершины Падиш, Рушка и Пояна. С геологической точки зрения горный массив состоит из кристаллического сланца, известняка и песчаника. Растительный мир представлен преимущественно лесами, которые в районе плато, восточной и северо-восточной части массива сменяются обширными участками пастбищ и лугов. А на севере от Пояна-Рушка Апусенские горы или Западные горы, обширный карпатский горный массив, состоящий из нескольких более мелких частей. Они достигают самой высокой точки на вершине Большой Кукурбаты или пика Бихор, в горах с одноименным названием. Другими важными горными единицами являются горы Владеаса, Траскао и Монтель-Маре или Больших гор. Большая часть горных хребтов состоят из известняка, поэтому здесь множество карстовых каньонов, пещер, куэстов и панор. На территории Апусен находится природный парк и охватывает часть гор Бихор на юге и гор Владеаса на севере. Горы Бихор – это известняковый карстовый горный массив, вместе с Владеаса самый значительный в регионе Апусени. На самом юге западных гор Шимлео – горный массив Трансильвании, который принадлежит горам Апусени. Что-то мы далеко забрались на север. Давайте возвратимся на юг, к южной части Карпат. Река Дунай разделяет Южные Карпаты и так называемые Сербские Карпаты. О большой реке Дунай у нас будет отдельный выпуск, а о сербских Карпатах поговорим сейчас. Шомрда – горный массив на северо-западной части окраины сербских Карпат, в примыкающих к Дунаю национальном парке Джердап. На месте Дунайского ущелья Железные ворота. Самая высокая вершина – одноименная гора Шомрда, и часть горного массива иногда называют Северный Кучай. На берегу Дуная в 15 километрах к северо-западу от города Дони-Милановац находится важный археологический памятник – Лепенский вир с остатками доисторического поселения, развитой общины рыбаков и охотников. Еще один важный археологический объект – Кракулу-Йордан, над местом слияния рек Бродица и Пек, недалеко от Кучева. Это остатки древнеримского комплекса печей 3 и 4 веков. В свое время люди здесь перерабатывали железные руды и медь. Мирыч – горный массив на северо-восточной части окраины сербских Карпат. На севере он отделен от румынских гор Дунайским ущельем. Самая высокая гора в Мироче – скалистый Великий Штрбац, хотя не такой уж и великий – 768 метров, возвышающийся над каньоном Дуная и открывающий великолепные виды. На юге Мироч примыкает к горному массиву Дели-Йован. Дели-Йован – малопосещаемый туристами горный массив между Горнянским карстом на западе и городом Негатин на востоке. На севере он граничит с горным массивом Мироч. На западе Хамолье или Хамольские горы. Представляет собой массив, полный живописных холмов, пастбищ, монастырей, еще неизведанных пещер и каньонов. Расположен в северной части этнографического региона Хамолье.
Горный массив определяется рекой Млава на юге и западе. За ней продолжается горный массив Беленица, областью истока реки Пек на востоке. Южнее Кучай или Кучайские горы – карстовый горный массив с невероятно большим количеством каньонов и пещер. Кучай образует одно логическое целое с расположенным севернее массивом Беленица, от которого его отделяет каньон Рисава. Еще южнее Ртань – горный массив, окруженный множеством легенд с паранормальными явлениями и привлекающий любителей тайн со всего мира. Писатель-фантаст Артур Кларк писал о горе, называя Ртань пупом земли, то есть чем-то вроде центра мира или места, где имеется связь с небесами. Ртань считается самой высокой частью сербских Карпат и откуда открывается впечатляющий вид на Восточную Сербию. Самая высокая вершина – Шиляк или Шилька, невероятно правильной формы, за что ее прозвали сербской пирамидой или искусственной горой. И на самом юге Карпат – Азрен и Девица. Густо засаженный лесом горный массив, простирающийся между городами Алексинац и Сокобаня. Самая высокая гора воззрения – гора Лесковик. Ее травянистая и скалистая вершина является привлекательным местом для горного туризма. А Девица – горный массив, протянувшийся на юго-восток от курортного города Сокобаня до города Княжевац. Самая высокая гора горного массива – Чаплинец. И массив Девица – самая южная часть Южных Карпат. И, наконец, в самом сердце, посередине Карпат, расположилось Трансильванское плато. Плато получило свое название от исторического региона Трансильвания и почти полностью окружено восточными, южными, румынскими, западными ветвями Карпатских гор. Плато, да не совсем. По крайней мере, как мы его себе представляем. Трансильванское плато расположено в межгорной впадине высотой 300-600 метров, по окраинам до 900, и сложено преимущественно песчаниками и глинами неогена. Для рельефа характерно сочетание холмистых возвышенностей и куэстовых гряд, которые местами сильно расчленены оврагами и долинами рек Самеш, Муре, Шол и их притоков. Склоны Трансильванского плато занимают степи или состепи. Оно не обладает обширными равнинами, а представляет собой сеть различных по величине долин, оврагов и каньонов, объединенных между собой многочисленными небольшими горными хребтами, хотя и не очень высокими, до 500 метров высотой. Трансильванское плато делится на три области – плато Самеш на севере, Трансильванская равнина, центральная часть, и Тырнавское плато на юге. Так, в трех частях мы и познакомились с прекрасным регионом Карпаты. А как же разговоры о флоре и о фауне? Давайте поговорим и об этом. Карпаты – край удивительно богатой природы. Как и в других горных местностях, здесь проявляется закон вертикального распределения растительности. В низменности встречаются островки когда-то широко распространенных дубрав из дуба обыкновенного. В предгорьях произрастает дуб скальный, но под дубовыми лесами занято всего 8% общей площади лесов. Местами встречаются небольшие участки граба. Большинство территорий низменности и предгорья – это пестрые луга, культурные поля, сады и виноградники. В предгорьях сохранились ковыль, келерия, типчак и другие редкие растения степной флоры. Многим туристам на всю жизнь запомнится долина нарциссов в окрестностях города Хуста. Особенно живописна долина нарциссов в конце мая, во время цветения. И пологие склоны Карпат заняты преимущественно буком, около 60% общей площади лесов. Выше буковых лесов, особенно в северо-восточной части области, простирается пояс темнохвойных лесов из ели обыкновенной и пихты белой, более 30% общей площади. Редкими островками растут сосна кедровая европейская и лиственница польская. В лесах произрастают эндемики Карпат, сирень венгерская, смородина карпатская, лютик карпатский, медуница филярского и многие другие. Над лесами раскинулись широкие просторы горных лугов, на востоке полонын. Своеобразный ландшафт на полонынах образуют заросли стланников, горной сосны, ольхи зеленой, можжевельник. Верховья покрыты белоусом, овсяницей, мятликом и другими травами. Ни с чем не сравнимую картину представляют луга во время цветения колокольчиков, рододендронов, нарциссов и горячавок. На самых высоких скалах можно встретить очень редкие растения, в том числе и сказочный цветок эдельвейс, который местное население называет шелковой косицей. Эдельвейсов в Карпатах осталось очень мало, и их всячески оберегают от полного уничтожения.
Флора Закарпатья насчитывает около 300 видов лекарственных растений, из которых почти 100 используются в научной, а остальные в народной медицине. Среди них наиболее ценными являются белладонна, скополия, арника горная, ландыш, папоротник мужской, морозник красноватый, радиола розовая. Хорошо акклиматизировали в Закарпатье самшит туя, дугласия, сафора японская, уксусное дерево, орех черный, айланд, лавровишня, вечнозеленые барбарисы, японские черешни и яблони. Одно из самых распространенных декоративных деревьев – пирамидальный тополь. Интересен и разнообразен и животный мир области. На горных тропах путешественник может встретить стройную европейскую косулю, ловкую карпатскую белку, великана беркута или яркую саламандру. На лесных полянах, особенно весной, звонко поют птицы. В горных потоках водится форель, хариус и дунайский лосось. Среди 80 видов млекопитающих наибольшую ценность представляют олень, косуля, кабан, бурый медведь, лесная каменная куница, норка, речная выдра, горностай. Повсюду распространены лисица, заяц, рысь, темный хорек, барсук, ласка, акклиматизированная енотовидная собака. Многочисленные разнообразные летучие мыши и грызуны. Среди них редкая снежная полевка, обитающая на самых высоких горах. Попадаются также хомяки, суслики, ондатры и сони. Ежи, кроты, буразубки, куторы, белозубки, а в горах альпийская землеройка. Успешно акклиматизируются лани, муфлоны, дикие кролики. В карпатских лесах и перелесках, на полях, в населенных пунктах и в водоемах обитает около 200 видов птиц. Больше половины из них можно увидеть в области только во время гнездования. Около 1/3 оседлые, остальные принадлежат к пролетным, залетным и прилетающим сюда на зимовку. Часто прозрачную синеву небес разрезают быстрые голуби вяхерь и клинтух. В дубравах слышно характерное воркование обыкновенной, а в населенных пунктах кольчатой горлицы. Заболоченные места и водоемы населяют лысухи, чибисы, кулики, вальдшнепы, кряквы, черки, белые аисты. Черный аист гнездится в горных лесах, но встречается редко. Много хищных птиц – соколов, орлов, ястребов, сов. Среди них редкие змеиед, осаед, беркут, филин, махноногие и воробьиные сычи. Довольно часто встречается карпатская длиннохвостая неясыть. Из других птиц здесь водятся разные дятлы – желна, карпатский дятел, средний, сирийский, трехпалый, седой, зеленый. Поют кукушки. И еще много видов птиц. Удоды, стрижи, зимородки, казадои, оляпки, дрозды, славки, заверушки, синицы, овсянки, трясогузки, куропатки серые, фазаны, глухари, тетерева, перепела. Все эти птицы облюбовали Карпаты. В период весенне-осенних перелетах в области часто останавливаются на отдых гуси, турухтаны, чайки и другие птицы. Из пресмыкающихся земноводных встречается эскулапова змея, медянка, водяной обыкновенный ужи, гадюка обыкновенная, распространены ящерицы, а также болотная черепаха. Саламандра, тритоны, альпийский обыкновенный и гребенчатый, желтобрюхая и краснобрюхая жерлянки, чесночница, лягушки, такие виды как прыткая, остромордая, травяная, прудовая и, конечно же, жабы. Редкие исчезающие эндемичные виды животных карпатской фауны строго охраняются, многие из них занесены в Красную книгу. Среди охраняемых многие виды жуков, бабочек, земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих, распространенных в Карпатах. В последние годы много сделано для охраны и увеличения количества животных. Ведь Карпаты – это не только горы, для человека в частности, это регион важного экологического значения, один из наиболее ценных восточноевропейских оздоровительно-рекреационных объектов, зона ценных лесных массивов, которые очищают воздушный бассейн над значительной частью Восточной Европы, являясь их легкими. Но тем не менее, на протяжении последних десятилетий Карпаты испытывают на себе все больше уничтожающий груз антропогенной деятельности. Карпатские леса находятся под угрозой уничтожения не только от лесоразработок, нарушения почвенного и растительного покровов, перевыпаса скота, но и от химического загрязнения, кислотных дождей, которые приходят как с востока, так и с запада, от крупных промышленных предприятий.
Сохранению биоразнообразия Карпат следует уделять огромное внимание. Структурные изменения в экономике региона должны предусмотреть повышение рекреационного значения Карпат для населения Центральной и Восточной Европы, уменьшению техногенной нагрузки. Исключительное значение при этом придается сотрудничеству всех стран Карпатского региона. Достаточно перспективным является развитие туризма в Карпатском регионе, но туризма цивилизованного, с учетом экологических интересов рекреационных зон и заповедных территорий. Только так можно сохранить Карпаты, настоящую жемчужину, созданную природой на полотне ландшафтного разнообразия Земли. Этот край нерукотворной, сказочной красоты горных и лесных пейзажей, щедро умытый хрустальной водой целебных источников. Этот край, описанный в легендах и воспетых в поэзии, и согретый любовью его жителей. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.